Сегодня мы поговорим про уникальность йони-массажа, покажем 3 моих любимых техники йони-массажа, а также поговорим о самой главной эрогенной зоне у каждой женщины – это клитор. Друзья, всем большой привет! Мы тета-сексологи Сергей и Елена Алтушкина, а это значит, что мы работаем с телом и подсознанием одновременно, что дает стопроцентный результат. Мы любящая семейная пара и помогли уже многим мужчинам и женщинам получать максимальное удовольствие в сексе и создать счастливые отношения. Друзья, сегодня мы вам показываем на вот таком чудесном фрукте помело. Оно больше, чем грейпфрут и намного нагляднее. Я знаю, что мои подписчики любят наши тыквенные шоу, где я показываю на разных фруктах и овощах. Сегодня вот наш помощник. Итак, очень важно, прежде чем переходить к стимуляции самой головки клитора, вот здесь, позаботиться о больших и малых половых губах. И многие мужчины даже вообще о них не знают. Они не знают, что их нужно стимулировать, они не знают, где они находятся. Да, многие мужчины почему-то стремятся сразу попасть внутрь, залезть внутрь вагины. Хотя очень важно сначала грамотно простимулировать внешние половые органы. Это доставляет огромное удовольствие. Это очень вкусно, очень приятно. И мужчины этого не делают просто потому, что они не знают, что нужно делать. А есть на самом деле очень много классных техник, классных приемов. И я знаю, что вот, Сереж, у тебя есть огромное количество твоих авторских техник. Вот, я, конечно, от них всегда в огромном восторге. Но сегодня мы с тобой покажем несколько. Я обещала 3. Ну, давай, чем подписчики нам больше напишут комментариев, лайков, тем мы больше покажем. Ну, на самом деле, кто хочет по-настоящему научиться, есть полноценный онлайн-урок по йони-массажу на искусственном манекене, где представлено огромное количество техник. Вот сегодня мы поговорим больше о важности йони-массажа, о том, чему большинство мужчин уделяют очень мало внимания. Потому что не все самое вкусное можно делать членом. Потому что при обычном половом акте только 20% идет на стимуляцию клитора, тогда как это самая важная, главная эрогенная зона. И девушка не может тем самым испытать клиторальный оргазм, который она очень хочет получить. Потому что член уходит внутрь, и лобок чуть-чуть только бьется, а вот головку клитора и все. Причем очень большая частая ошибка, что мужчина пытается запихнуть член, когда половые губы еще сухие. Они очень чувствительны, и девушка испытывает боль. И она бывает молчит, потому что боится сказать о том, что ей дискомфортно и больно. Многие девушки хотят просто доставить удовольствие мужчине, но жертвуют собой. А потом у них копятся вот эти обиды. И когда женщина неудовлетворенная, возникают тут скандалы, а потом еще и измены. Поэтому лучше мужчине самому стать крутым любовником в сексе. Да, на самом деле это так. И мужчины, подумайте об этом. Я много раз слышала от своих подруг, как они говорили о том, что после секса с мужем они уходят в ванну или в соседнюю комнату и сами себя доводят до клиторального оргазма. Поэтому, вот смотрите, в этой позе, например, девушка лежит, а я нахожусь сбоку. И мне очень удобно, да, я уже в каком-то рилсе или шорте показываю эту технику, еще раз покажу, кто не видел. Вот здесь большие половые губы обязательно простимулируй, их можно даже промять. У меня есть техники и возбуждающего массажа, и расслабляющего, когда у женщины есть страхи в подсознании, у нее все здесь сжимается. И здесь можно большими пальцами очень хорошо размять и проработать, прежде чем заходить внутрь влагалища. Ну и еще давай расскажем о том, что у разных женщин разное строение половых губ. Конечно. Есть малые половые губы, когда они выходят из больших половых губ, и они длинные, большие. А есть, когда малые половые губы очень маленькие и аккуратные, и они прячутся под большими губами внутри. И самое интересное, что между большими и малыми губами есть эрогенные складки, которые нужно найти.
И их легче всего найти подушечками пальца, например, указательного. А если у девушки вообще маленькое строение половых органов, то тогда вообще мизинцем. И научившись их находить руками, пальцами, потом уже можно это делать членом. Ну вот, например, про стимуляцию руками я рассказываю и пишу в книге по качественному сквирту. А сейчас я уже рассказал в книге по качественному сексу, как делать членом техники. Это тоже очень круто. Ты рассказал про малые большие половые губы, и у тебя есть очень классный, очень вкусный прием. И такое видео есть на нашем канале. Причем видео с живого индивидуального обучения клиента, фрагмент, где ты вместе с клиентом показываешь этот прием. Это прием лепить пельмешки. Он направлен на конкретную проработку малых и больших половых губ. Когда мы берем одну половую губу и начинаем из нее как будто вот так вот лепить пельмешки с одной стороны, потом с другой стороны. Вот так. И здесь можно сделать сразу двойной захват, когда мы берем большую и малую вот здесь вот так. И только одну губу. Это очень интересно и приятно. Прием очень классный, очень вкусный. Но стоит здесь сказать о том, что есть девушки, которые не подпускают мужчин к своим половым губам. И им не нравятся такие техники, им не нравится массаж. Но это не потому, что мужчина что-то делает неправильно или потому, что эти техники им не подходят. Это потому, что у девушек есть психологические сексуальные блоки. И об этом тоже нужно помнить. Это очень важно, что если у девушки в подсознании есть, например, страх мужчины, она считает, что мужчина для нее опасен, то любые интимные техники, которые будут делать ей мужчина, они будут для нее болезненные, они будут для нее неприятные, ей будет это не нравиться, она будет этого избегать. Самое интересное, что при вот таких страхах подсознательных у женщины мало вырабатывается смазки, половые губы здесь сухие, и мужчина, вводя половой член, например, без смазки, а я когда-то в юном возрасте вообще не знал, что нужно использовать, например, смазку, когда вводил туда половой член, девушка испытывала дискомфорт. Поэтому я рекомендую использовать смазку на водной основе. Ну и, конечно же, делать техники йони-массажа, вот, которые я показывал. Кстати, вот этот прием пельмешки очень хорошо используют как переходный прием от йони наружного массажа к вагинальному уже внутреннему массажу. Если говорить о подсознании и о подсознательных страхах, то здесь важно понимать, что не все причины проблем идут из детства, хотя об этом утверждают большинство психологов. Но это не так. Если говорить о причинах страхов, то 10% всего будет только из детства. 90% это будет генетические, либо из прошлых жизней, либо вообще с уровня души. Как они формируются? Ну, давайте возьмем самый распространенный страх, который есть у женщин, это просто страх мужчин. То есть они боятся мужчин, мужчины для них опасны, мужчины враги. Из-за этого девушки не могут испытывать оргазмы, из-за этого они не любят секс. И, например, в генетике, в каком-то прошлом поколении, допустим, прапрапрапрабабушка была выдана замуж, например, насильно, выдана за нелюбимого партнера, за нелюбимого мужчину. И, конечно же, она приняла такое убеждение, что мужчина опасен, мужчина враг. Да если еще он ее принудил к сексу в первую брачную ночь, взял силой, потому что она должна исполнять свои супружеские обязанности. Это убеждение, оно зафиксировалось в ДНК. И в этой жизни оно у девушки проявляется, хотя она сама того даже не подозревает. Но это проявляется через отвержение секса, через отвержение оргазмов, через блокировку мышц как снаружи, так и внутри. А есть убеждения, которые блокируют женские оргазмы и создают здесь боль и дискомфорт, вообще которые передаются с исторических времен и с уровня души. Раньше, в средневековье, женщин, которые были оргазмичные, сексуальные, которые проявляли свою сексуальную энергию, считали ведьмами и их просто сжигали на костре. И эти подсознательные страхи, они передались оттуда, и вот эти тяжелые воспоминания блокируют женскую оргазмичность. А
А уровень души – это те добродетели, которым должна обучиться женщина. И мы, мужчины, можем помочь им обрести вот эти знания, как быть оргазмичной, как быть раскрытой для своего мужчины. И здесь именно прочувствование энергии во время секса. Не тупой долбежка, как в порно, а чтобы мужчина умел чувствовать свою женщину, заниматься с ней тантрическим сексом, энергетическими практиками. Это вообще выводит отношения на новый уровень. То, чем мы с Леной занимаемся, и то, чем мы в корне отличаемся от других экспертов. И вот если взять, например, девушку, которая скажет: да нет, я не боюсь мужчин, у меня все в порядке, и мы ее можем поставить на мускульный тест, сделать ей мускульный тест кинезиологический, и тест покажет, что да, действительно она боится мужчин. И она будет очень сильно удивлена и скажет: нет, это не может быть. Да, но тело всегда нам покажет истину. И такое как раз происходит, когда убеждение хранится не на базовом уровне, который формируется с детства, а на более глубинных уровнях. Мы с этим работаем, мы помогаем женщинам раскрепощаться, избавляться от сексуальных блоков, помогаем научиться испытывать оргазмы. Вот. Ну а мужчинам очень важно проявлять свое внимание и, конечно же, уделять внимание грамотным техникам, прелюдии, йони-массажу. И вот ты рассказал про тантрический секс и про сексуальную энергию. Это крайне важно, это просто крайне важно. Если вы хотите по-настоящему счастливых отношений, идти в ногу со временем, то очень рекомендуем научиться использовать свою сексуальную энергию. И есть еще один очень классный прием, как раз он энергетический, тантрический, который я обожаю, и мы уже об этом рассказывали. Вот, это прием спрятать в домик. Когда я зарядил свои руки, активировал их, чтобы они были горячие, и я кладу центр своей ладони на малые и большие половые губы над входом во влагалище. Вот таким образом я кладу руку, вот так вот, расслабляю ее, закрываю глаза, делаю глубокий вдох, и сердце через руку направляю свою энергию. Таким образом, женщина расслабляется, чувствует себя в безопасности, полной соединенности с мужчиной. И у всех на обучении, у кого мы спрашивали, и у женщин, и у мужчин, всем нравится этот прием абсолютно. Ну, он потому что дарит такие ощущения тепла, уюта, комфорта, безопасности. Вот, а женщине крайне важно чувствовать себя в безопасности рядом с мужчиной, и тем более во время секса. И потом, после вот такого воздействия мягкого, я могу здесь делать легкие движения по часовой стрелке, против часовой стрелки, то есть разминать, расслаблять эту область. И таким образом у женщины больше будет вырабатываться смазки, и она будет больше подготовлена к оргазму. О, я обожаю этот прием. Я вообще люблю, чтобы ты подольше мне делал йони-массаж, даже перед тем, как перейти уже к вагинальному массажу. Это очень приятно. Мне вот прям хочется, чтобы мужчины все научились и все делали йони-массаж своим любимым женщинам. Все вот эти приемы, которые я показал, они напрямую влияют на клитор, чтобы женщина могла испытать клиторальный оргазм. Ведь клитор – это не только головка, как принято считать и как думают невежды, а клитор еще уходит своими корнями под половые губы. И когда происходит грамотная и правильная стимуляция половых губ, то клитор возбуждается и приближает девушку к ее любимому клиторальному оргазму. И после того, как вы проработали наружные половые органы, уже можно переходить к внутривлагалищной стимуляции. Я рекомендую одновременно делать и снаружи техники, и внутри. И, кстати, у меня есть классное видео на Папайе, обязательно его посмотри. Оно называется «Двойной оргазм». Как доставить женщине двойной оргазм. В описании прикреплю ссылку к этому видео. Ну и спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!